Привет, друг. Ты на канале Lovecraft. Что делать, когда в магазине закончились патроны? А я тебе сейчас расскажу. В это нелегкое время тебе просто необходим вот такой стреляющий нож в стиле пистолета Тульский Токарев. В рукоятке этого ножа имеется устройство по типу сигнала охотника, которое имитирует выстрел при помощи пистон от детского пистолета. Как я делал это устройство и непосредственно сам нож, ты можешь посмотреть на моем канале. Ссылочка будет в описании. Ну а в этом видео я тебе расскажу и покажу, как сделать своими руками эксклюзивные ножны из натуральной кожи. Посмотри, какая красота! Эти ножны и сам нож выполнены в стилистике легендарного пистолета Тульский Токарев. Как сказал товарищ Маузер-младший, единственно русскому токареву удалось вместить столько сил и смерти в пространство, ограниченное пистолетом ТТ. Для изготовления ножен приобрел вот такой лист натуральной кожи формата А3. Ее толщина примерно 3 мм. Сперва изготовлю шаблон из картона и уже по нему буду вырезать детали из кожи. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Ножны будут состоять из трех главных частей. При помощи циркуля размечаю линию и пробойником нанесу отверстие под будущий шов. Отступил от края заготовки примерно 5 мм. Расстояние между отверстиями будет 4 мм. И если у тебя нету такого же отличного набора пробойников, как у меня, отверстие можно нанести при помощи обычной вилки. После того, как разметил все отверстия пробойником, дополнительно расширю их шилом, чтобы при сшивании частей иголка ходила свободно и не тратились нервные клетки. На одной из сторон ножен будет деталь, имитирующая накладку на рукоятке пистолета. И чтобы нанести линии на заготовку, буду использовать линейку и вот такую ковырялку для ногтей. Приставляю линейку на заранее нанесенную разметку и просто продавливаю линии до нужной мне глубины. Таким же способом и той же ковырялкой нанес линии на главные части ножен. Следующим этапом обрабатываю все края жидкой резиной, и можно будет приступать к сшиванию всех частей. Все части будущих ножен полностью готовы к сборке. Сшивать их буду вощеной нитью черного цвета. Вот тебе лайфхак, дружок. Чтобы нити точно хватило, отмерь 4 длины шва и смело делай обрезание.
Ну, в смысле, отрезай нитку. А вот еще один секрет. Как продеть и зафиксировать нить в игле. Продень нитку в ушко иглы. Далее наколи нить по центру и потяни за краешек. И образуется петля, которая будет надежно держаться и не будет препятствовать при прохождении в отверстие. Повторяем эту процедуру с другой стороны нити, и можно начинать процесс шитья. Для удобства работы можно зажать заготовку в шорник, ну или тиски с деревянными накладками. Но я Лавкрафт, я не ищу легких путей. Как ты можешь заметить, нитки полностью хватило на весь шов, и даже остался запас. Делаю последний стежок, обрезаю концы и заплавлю их при помощи зажигалки. Работа с кожей почти закончена, но перед тем, как я соединю все части, сделаю пару декоративных элементов. Имитацию ствола буду делать из советского барашка, предположительно изготовленного из карболита. Отрезаю все лишние части и на токарном станке доведу до нужной формы. Вот такая деталь у меня получилась. Все остальные элементы буду делать из латуни.
Эта деталь будет имитировать пружину затворной задержки. Крепить ее буду при помощи болтиков. Но поскольку в своей мастерской болтиков из латуни я не нашел, придется их изготовить самостоятельно. Комплект болтиков готов. Я вам скажу, это ювелирная работа. Думаю, она заслуживает лайка и подписки на канал. Целик и ножку изготовлю из латунного кругляка. Отторцовываю заготовку вот таким способом, используя токарный станок в качестве фрезерного. Доводить деталь до нужной формы буду при помощи напильников и надфилей. Все декоративные элементы готовы, все четко и красиво, все сверкает и блестит, как яйца быка на Уолл-стрит. Вся эта прелесть будет крепиться на болты. Для надежной фиксации в дальнейшем пропитаю их суперклеем. Все детали из латуни установлены на своих местах. Осталось установить деталь, которая имитирует дульный срез, и можно приступать к окончательному сшиванию ножем. Ну вот и все, дорогой друг. Работа полностью готова. Как по мне, получилось довольно оригинальное изделие. А ты как считаешь? Напиши свое мнение в комментариях. Мне будет интересно почитать. А также ты можешь оценить мою работу, поставив лайк или дизлайк этому видео.
Вот такой комплект настоящего джентльмена у меня получился. А теперь предлагаю протестировать этот нож. Смотрю на этот нож и не могу нарадоваться, какой же он получился охуенный. А если и тебе понравилась моя работа, скорее переходи на мой канал, там много видео о создании ножей в подобной стилистике. Настоятельно тебе рекомендую посмотреть видео о создании ножа в стиле пистолета Маузер, а также в стиле пистолета Макаров. Ну и конечно же ножа в стиле пистолета Кольт Миротворец. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, и будет тебе счастье.